Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать очень интересные, в то же время простые снежинки с красивыми бусинками. Бусинки могут быть любой формы, цвета. Чем интереснее, ярче и красивее у вас будут бусинки, тем у вас красивее будут ваши снежинки. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Крючок у меня 1,4. И вы можете использовать также серебряную пряжу. Я вам покажу образец еще и из серебряной пряжи. Присоединяйтесь. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, что же у вас получилось. Приступим к работе. Начинаем выполнение с 8 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. И приступаю к выполнению первого ряда. Это у меня столбики с накидом. Первый столбик с накидом я заменяю 3 воздушными петелечками подъема. И далее я в колечко провязываю 17 столбиков с накидом. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Смотрите, я ввязываю нить, и ей потом можно будет подшить бусинку в центр. И напоминаю, всего мы должны с вами связать 17 столбиков с накидом. Я выполнила 17 столбиков с накидом. 18 столбик у меня заменяют петелечки подъема. Я ввожу крючок в третью воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой первый круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю одну воздушную, ввожу крючок в эту же петлю, выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно 2 воздушные, накид на крючок, и я ввожу крючок в эту же петлю, выполняю незавершенный столбик с накидом. Накид, ввожу крючок в следующую вершинку и незавершенный столбик с накидом второй. И в следующую вершинку ввожу крючок, незавершенный столбик с накидом третий. Далее я все петелечки на крючке провязываю вместе. Далее очень внимательно я выполняю арочку из 12 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнили. Теперь ввожу крючок, вот обратите внимание, захватываю все вершинки и выполняю через них соединительную. Вот таким образом. Как будто такое большое пико мы с вами выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные и ввожу крючок в уже провязанную вершинку. Выполняю столбик без накида. Вот такой у нас с вами элемент получился. И мы продолжаем, выполняем то же самое. В следующую вершинку я ввожу крючок, столбик без накида. Далее 2 воздушные, накид, и выполняем наши столбики незавершенные. 1, 2 и 3. Общая вершинка. Далее 12 воздушных. Я немножко побыстрее буду делать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ввожу крючок, захватываю все вершинки, соединительная. Далее 2 воздушные и провязываю в уже провязанную вершинку столбик без накида.
Вот таким образом мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И всего у нас вот таких элементов должно получиться 6. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего второго ряда. И после того, как я выполнила столбик без накида, я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Я могу остановиться. И теперь мы с вами выполним очень необычный прием. На наши вот эти петелечки мы с вами оденем бусинки. Сразу могу сказать, что бусинки, нам понадобится 6 разных бусинок. Разные в том плане, что они могут быть разной формы. Вот в моем случае это разного цвета, видите, и голубенькие, есть и розовые. Я буду чередовать. Я пока уберу. И покажу уже готовую снежинку. Также бусинки могут быть больше. Вот видите. И могут быть продолговатой формы, не обязательно округлой. Все зависит от вашего желания и фантазии. Видите, да? И вы сейчас поймете, почему, в принципе, бусинка может быть любой. Что мы с вами делаем? Смотрите, вот у нас наша петелечка. Мы берем бусинку. Я сначала возьму голубого цвета, одеваю на крючок, захватываю петлю, которая у меня образовалась, и аккуратненько вот таким образом протягиваю. Смотрите, все очень просто. Давайте вторая петелечка. Опять беру бусинку. Здесь я буду чередовать. У меня будет 3 голубенькие, 3 розовые. Захватываю и протягиваю. Вот таким образом. Видите? Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И вот так необычно и красиво у нас с вами получается. Мы с вами одели все наши бусинки на петелечки. И сразу хочу ответить на многочисленные вопросы, которые обычно возникают в таком случае. Если не очень большая дырочка и крючок не проходит. Все очень просто. Вот смотрите. Я, допустим, работаю крючком 1,4, но я взяла крючок 1,05. И прекрасно он свободно заходит в бусинку, и также можно им воспользоваться. Хотя, в принципе, у меня бусинка, дырочка, точнее, достаточно большая. То есть вы просто берете крючок потоньше. И мы продолжаем. Вот такая у нас, скажем так, основа получилась. И теперь мы с вами будем выполнять арочки. Скажу сразу, бусинки можно одеть сразу, а можно по мере того, как вы будете выполнять арки. Ну, точнее, не выполнять, да, а закреплять арочки именно вот в наши петелечки. То есть мы приступаем к выполнению следующего ряда. Воздушная. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю столбик без накида. Далее я выполняю арочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Далее я ввожу крючок. Вот моя петля, да, прямо в центр. Ввожу крючок и выполняю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее опять арочка из 9 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ввожу крючок, вот столбик без накида. В первый столбик ввожу крючок, выполняю столбик без накида.
И далее во второй столбик ввожу крючок и опять же выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Давайте остановимся. И далее мы продолжаем. То есть опять же я выполняю арочку из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 столбика без накида в центр нашей петли. 1, 2 и 3. И далее опять арочка из 9 и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда. После того, как выполнили столбик без накида, я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Видите, вот такие бусинки у нас с вами интересные. И интересный мотив получается. И далее я соединительными пройду к началу ряда. Мы начинаем выполнение 4-го ряда. Смотрите, я ввожу крючок. Давайте я покажу. Воздушную петелечку, выполняю соединительную. И считаем 1, следующую воздушную, 2, далее 3 и 4. Выполнила всего 4 соединительные. Далее очень внимательно воздушная. И теперь под арку я выполняю 5 столбиков без накида. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Далее 1 полустолбик. Далее накид на крючок и в первую вершинку, у нас здесь с вами, помните, 3 столбика без накида, я выполняю столбик с накидом. Далее во вторую вершинку я выполняю столбик с накидом. Далее 2 накида на крючок. В эту же вершинку я выполняю столбик с 2 накидами. И тройное пико. Я выполняю, смотрите, 3 воздушные, ввожу крючок в вершинку, вот таким образом, выполняю соединительную. Далее 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. За эти же 2 нити я захватываюсь, соединительная. Второе пико. И 1, 2, 3. За эти же 2 нити третье пико. Мы с вами выполнили тройное пико. Давайте я остановлюсь и посмотрим. Вот так красиво и аккуратненько у нас с вами получилось. Мы продолжаем работу. И теперь будем выполнять обвязочку с этой стороны. Накид на крючок. Я ввожу крючок в эту же вершинку, выполняю столбик с накидом. Накид, в следующую вершинку столбик с накидом. Далее под арку провязываем полустолбик и 5 столбиков без накида, как и с противоположной стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Вот таким образом мы с вами будем обвязывать каждый наш сегментик, каждый лучик. Очень просто и в то же время нежно и красиво. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Смотрите, я ввожу крючок под следующую арку
И выполняю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее полустолбик. Далее накид на крючок, столбик с накидом. И так далее. Столбик с накидом у нас уже вершинку столбика выполняется. Мы с вами обвязываем так все наши сегментики и завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили обвязочку всех наших сегментиков, лучиков, да, вот смотрите, как нежно, красиво получается. И я завершаю выполнение нашего последнего ряда. Я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. При этом хорошо подтягиваю. И далее вы можете ниточку обрезать, а я еще сделаю петелечку. То есть все зависит опять же от вашего желания. Смотрите, я выполняю цепочку из 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Цепочка может быть 25, 30, больше. Опять же, все зависит от того, какая вам нужна петелечка. Я выполняю 30 воздушных петель. И, как я и сказала, выполнила цепочку из 30 воздушных петель. У вас она может быть больше или меньше. Далее переворачиваю на изнаночную сторону. И ввожу крючок вот в соседнюю вершинку. Видите? Вот таким образом. И выполняю соединительную. Здесь все просто. Хорошо подтягиваю. Далее воздушная. Ниточку обрезаю и опять хорошо подтягиваю. И убираю нить по изнаночной стороне вдоль полотна. Мы с вами поправляем наши лучики. Вот видите, такая петелечка у нас с вами красивая, аккуратная получилась. Нам остается убрать нити. И в центр при желании можно подшить бусинку. Вот такая у нас нежная, красивая снежиночка получится. И достаточно простая. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простую, но в то же время интересную и необычную снежинку с бусинками. Как вы видите, бусинки могут быть абсолютно разные, могут быть формы даже разной, могут быть немножко больше, немного меньше. Скажу сразу, чем интереснее бусинки у вас будут, тем ярче и интереснее, красивее у вас будет ваша снежиночка. Вот такую красоту мы с вами сегодня научились вязать. Можно выполнить ее из хлопковой пряжи, можно из серебряной. Опять же, все зависит от вашего желания, фантазии. Давайте изнаночку посмотрим. Вот видите, здесь у меня очень необычные такие бусинки. Прямо можно сказать, для Нового года, да. И можно на елочку повесить, можно дом декорировать. И из хлопковой пряжи наша снежиночка будет именно вот так смотреться. Тоже здесь я немножко другие бусинки использовала, видите. Тоже можно вот таким образом на елочку повесить, будет прекрасно смотреться. Нежная, красивая. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч и творческих вам успехов!